Дорогие друзья, совсем недавно стартовал наш новый проект «Бандероль Петраша». Этот проект очень поможет начинающим спиннингистам, а профессионалы в нем найдут большую экономическую выгоду. Все подробности вы можете узнать, зайдя на наш сайт fanatic.com.ua. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юрий Петраш, и сегодня мы поговорим о, пожалуй, моем самом любимом аксессуаре для зимней рыбалки. Вещь, без которой, даже когда я забываю, я чувствую себя очень дискомфортно. Почему? Потому что в любой зимней рыбалке рано или поздно нужно по какой-либо причине стать на колено, и вот колено ваше должно быть защищено, должно быть в тепле. Для этого сделаны наколенники. К большому сожалению, они еще не поставлены на производственный поток. И вот в свое время, когда они нужны были мне, я их сделал сам, собственноручно. Это уже, пожалуй, наверное, третьи мои наколенники за всю историю. И сейчас уже вот как бы мой приятель в свободное от работы время делает вот похожие наколенники, которые можно купить в нашем интернет-магазине. Итак, давайте поговорим о том, каким образом сделать их самим. Первые мои наколенники были сделаны из туристического коврика. Сейчас, к большой радости, в строительных супермаркетах есть вот много аналогичного материала, который стоит немного дешевле. И каким образом делаются наколенники, сейчас я расскажу. Для этого нам понадобится кусок материала, из которого можно сделать, вот считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6 пластин для одного и 6 пластин для другого наколенника. То есть 12 пластин размером 20 на 30. Мои наколенники эти, пожалуй, уже имеют чуть, где-то такой размер они и имеют. Да, 20 на 30. Вырезав таких 12 пластин, купил материала вот столько, чтобы получилось 12 пластин, мы берем, складываем 4 пластины. Эти 4 пластины мы между собой вот достаточно с крупным шагом сшиваем крупной, прочной, либо леской, либо капроновой ниткой. Остальные два мы пока не трогаем, и я позже объясню зачем. Затем нам понадобится вот такая достаточно широкая и, если правильно сказать, тугая резинка. Такую резинку вы можете найти в любом магазине тканей, которые торгуют также вот аксессуарами. Вот я не знаю, если резинка это, я понимаю, так сделана для подтяжек или для мужского нижнего белья, то вот такие застежки в этом же магазине можно подобрать соответствующего размера. Я всегда для того, чтобы наколенники держались более прочно, складывал резинку вдвое. И вот подбирал такой размер. Вот сейчас я замерю, так на память не помню. То есть, вот грубо говоря, сама резинка имеет длину метр, сложенный вдвое. То есть вот на одну сторону нам надо метр резинки, на вторую метр резинки и на второй наколенник. То есть, следовательно, 4 метра. Мы режем их по метру и каждый метр складываем вдвое. Также крепим вот таким образом саму застежку, одну и вторую. И здесь важный момент, что ошибку, которую я сделал первый раз, я пришил эту резинку таким образом, что застежка была посередине. И когда мы застегиваем, как правило, удобно это делать крест-накрест. Вот сейчас мы видим, у меня застежки сбоку, а вот когда они были здесь, то очень сильно под коленкой давило. Поэтому их стоит делать вот немного сбоку, для того, чтобы не испытывать дискомфорт. Застежки нужно делать таким образом, вот я на втором покажу. Нужно делать таким образом, чтобы они были неровно. Вот здесь одна резинка была с краю, а вторая чуть-чуть выше середины. Здесь с каждой стороны должны быть одинаковые защелки. Для чего это делается? Для того, чтобы вы могли застегнуть вот таким образом, если вдруг вам так удобней. И при необходимости вы могли застегнуть
крест-накрест. И вот таким образом, когда это находится на ноге, достаточно удобно. Итак, у нас есть 4 пластины, которые мы шили, и к ним же пришили вот эти вот резинки. Затем, для того, чтобы закрыть швы, и все выглядело достаточно эстетично, мы промазываем каждую пластину клеем, я не помню, по-моему, нейрит называется, сапожный клей. Промазываем клеем, но не мажем сами резинки, потому что сами резинки зачастую клеем разъедаются. Поэтому аккуратно вот намазали, резинки пропустили, одну и вторую площадочку. Здесь закрыли, перевернули, намазали и закрыли здесь. Таким образом, ваши резинки находятся всегда в безопасности, швы закрыты, и вы имеете вот такие приятные наколенники. Подобные наколенники защитят ваши ноги от влаги, от мокрого снега, от удара. То есть на этих наколенниках, вот когда стоишь и ловишь, на них настолько удобно, вот иногда кажется, что удобнее, чем сидеть. Поэтому, если у вас есть время и хоть немножко вы любите что-то делать своими руками, я думаю, сделав для себя вот такую приятную вещь, вы получите максимум комфорта на любой зимней рыбалке. Если вам понравился обзор, ставьте лайк. С вами был Юрий Петраш. До встречи в следующем выпуске. Рыбалка с Юрием Петрашем.